Сегодня запишу для вас программу для новичков. Если ваш уровень начальный, вы можете делать 10 подтягиваний, 20 отжиманий, хорошая рутина. Это соединить вместе этих два упражнения. Это отлично забьет вашу верхнюю часть тела. Делайте 10 подтягиваний, затем сразу 20 отжиманий. Сделали 20, встаете и продолжайте подтягиваться 10 раз, если сможете. Смогли, спрыгнули, сделайте 10-20 обратно отжиманий. И таких как можно больше кругов. Если не делаете за раз, например, 10 подтягиваний, сделали 6, к примеру, спрыгнули, минимальный отдых и доделывайте до 10. Вот такими кругами вы достигаете своей пиковой выносливости, и плюс ваше общее количество повторений будет расти. Со временем вы сможете сделать 15 подтягиваний, 30 отжиманий, 20, 40, и так далее. Я думаю, понятно. Затем мы сделаем рутину на трубе отжимания, на высокой трубе, на низкой и на средней. Я покажу, как с низкой трубы, когда вы отжимаетесь, вы переходите на более высокую трубу. И кажется, что вам будет отжиматься легче, но поверьте, будет отжиматься тяжелее. Труба, когда ваши руки выше ваших ног, влияют на ваш низ грудных. Если вы хотите прокачать верх грудных, то ваши ноги должны быть выше ваших рук, то есть наоборот. Запомнили, низкая труба влияет на ваш низ грудных. Делаем сразу 10 отжиманий на низкой трубе. Затем переходим на 10 отжиманий на более высокой трубе. И это будет не легче, поверьте мне. Попробуйте, вы поймете. И затем на самой высокой трубе тоже 10 отжиманий. Можно делать такие подходы 10-10-10, возвращаться круговыми методами. Можно идти лесенкой на уменьшение, либо на увеличение. Это как вы хотите. Я каждый раз тренируюсь по-разному, для того, чтобы
давать разнообразие своему телу, и оно привыкало к абсолютно любым нагрузкам, в любой абсолютно последовательности. Итак, поехали. Если руки ближе к себе, к телу, то это больше отжимания на трицепс. Руки под 45 градусов к телу, отжимания как на грудные, так и на трицепс. А отжимания, когда руки полностью отдалены от тела, вообще не советую делать, так как вы будете убивать манжету плеча. Я обычно делаю либо под 45 градусов, либо больше на трицепс. Но все равно, когда вы делаете только на трицепс, грудные тоже задействуются, но не так сильно. Так, поехали. 10. Кстати, лайфхак. Если вы с отжимания полностью выжимаете себя вверх, как все говорят, вы выключаете свои мышцы, включаете локти. В будущем вы портите ваши суставы. Это никак полезно на вас не складывается. Идеально держать такой вот градус. Не так, а вот так, почти полностью. Запомнили, да? Но если вы выжимаете полностью себя вниз, и вот до такого положения, до 90 градусов чуть выше, вы будете работать на объем. Посмотрите на всех наших черных западных братьев, почему они такие большие. Они всегда делают неполное движение. Они обычно опускаются полностью вниз и дотягивают вообще не полностью вверх. И такими отжиманиями они делают объем, они становятся большими. Я тоже периодически делаю такие виды отжиманий, но правда они мне не сильно больше нравятся. Итак, это я говорю для вас, вы примерно поняли. Я сделал 10, перехожу на 10 сразу отжиманий на более высокой трубе. И 10 на высокой. Вот такие отжимания можно соединять с австралийскими подтягиваниями. Можно делать только отжимания. Запомните, вы должны делать все под свой уровень. Никто вам не командир. Делайте абсолютно как хотите. Но вы должны понять основы. Основы – это отжимания. Отжимания – это ваша база. Далее идут подтягивания. Когда вы научились делать подтягивания, соединяйте отжимания с подтягиваниями. Это ваша база, ваши абсолютно все силовые элементы. Все построено на базе. Вы далеко не уедете, если вы научитесь держать передний вис без подтягиваний и без отжиманий. Запомнили еще раз. Отжимания и подтягивания – это ваша база. Я примерно показал отжимания. Я сделаю второй круг. Обычно я работаю кругами. Быстренько. Не забываем, что это стандартный хват. Можно делать более широким. Можно делать более узким. Об этом я расскажу в следующих видео. Сейчас мы работаем с классикой. Нам важно понять классику. Недооценивайте отжимания на высокой трубе. Это очень полезное отжимание. И когда кто-то их делает, многие люди так вот смеются, типа начальный уровень. Но это не начальный уровень. Они отлично работают на ваш разогрев, если вы уже профессионал, а также отлично работают на вашу добивку. А если вы думаете, что после их у вас не будет болеть грудь, просто попробуйте сделать примерно 5000 таких отжиманий, которые вы делать будете много часов, и потом посмотрите, как у вас неделю будет болеть все тело. Отжимания на трубе, я считаю, очень полезное, так как вы учитесь держать свое тело за счет более меньшей площади, чем вы бы держали обычное отжимание от пола, где удержать равновесие гораздо легче.
тут вы работаете как стабилизатор. Особенно, когда вам тяжело, вы начинаете трястись. Ваше все тело в купе с мышцами кора работает. Также расскажу про отжимания на брусьях. То, как я начинал. Я их всегда соединял с отжиманиями от пола. Я, например, делал 5 отжиманий на брусьях и затем добивал отжиманиями от пола. Получалось вот так. Делаем 5 отжиманий на брусьях. Думаю, всем понятно, что это начальный уровень. Если не можете сделать 5, сделайте 3. Ну, я буду делать 5. Сразу же делаем на добивку 5 отжиманий. Я буду также делать от трубы. Прекрасно работают стойки. Они не дают вам расширить ваши руки и в будущем иметь повреждения. Затем 4-4. И так работаем до единицы. Это будет хорошая тренировка на ваш начальный уровень, которая прокачает ваши трицепсы и вашу грудь. Я мало снимаю видосов про пресс и ноги, потому что, как вы, наверное, успели заметить по мне, я не сильно это и делаю. Пресс я нагружаю, более-менее он у меня крепкий, но он не выделяется из-за того, что я еще толстый. Ноги я тоже стараюсь включать, но мне никогда не нравилось испытывать боль в плане ног и боль в плане пресса. Мое – это руки и верхняя часть тела. Вот такой получился видос. Не знаю, понравится вам или нет. Если есть какие-то вопросы, спрашивайте. Думаю, более-менее я понятно объяснил. Это основы, это ваша база прокачки, выносливости и также силы. Потому что, кто бы что вам ни говорил, сила и выносливость, они идут рука об руку друг с другом. Всем пока!